Дональд Трамп, похоже, решил обрушить экономику США. Он делает все для того, чтобы падали акции, для того, чтобы было невыгодно торговать в США. Зачем он это все делает? Давайте разбираться. Посмотрим и на портфели, и на акции, на криптовалюты, на индикаторы. И что же нам делать дальше? Давайте разбираться. Поехали. Всем привет! Вы на канале CryptoGirbo. Меня зовут Сергей Гирба. И сегодня мы будем разбираться с тем, что натворил Трамп. Наверное, самое плохое, что сейчас делает Дональд Трамп для экономики, это введение пошлин и буквально ограничение торговли с другими странами. Так как другие страны будут вынуждены платить пошлины, то все товары будут дорожать. Товары будут дорожать, люди будут негодовать, будет разгон инфляции. А то, что делается такой ход, что давайте делать производство у нас в стране, тогда у вас не будет пошлин, на это нужно время. То есть каждый бизнес должен будет заложить себе в бюджеты переносы их заводов в США, и на это реально потребуется много времени. И эффекта сейчас точно не будет от введения этих пошлин. Даже если Трамп на долгосроке окажется прав и все перейдут в США там делать свои компании и заводы, то тогда на это потребуется, возможно, где-то лет 5-10, не меньше. Сейчас же мы видим такую картину, что введение этих пошлин очень негативно влияет на фондовые рынки. Но и при этом мы держим в уме, что так как Трамп у власти, и у него есть много родственников и друзей, которые этим пользуются, и сейчас, можно сказать, творится беззаконие, потому что инсайдерская торговля стала процветать. То есть то, что он там подписывает, то, что он делает, заранее знает вся его семья и все его друзья, и пользуются этим, встав в определенные позиции. Они чувствуют сейчас в данный момент безнаказанность, ну, по крайней мере, в ближайшие 4 года их не тронут, ну а потом, видимо, как получится. Отсюда растут также корни запуска мемкоинов, потому что только инсайдеры, приближенные люди, они, соответственно, на этом зарабатывают. То есть, если обобщить, то в целом Трамп, он в плюсе. Он все делает для себя, для того, чтобы он лично и его семья заработали. То, что по касательной там страдает сейчас США, акции, ну, видимо, это ничего страшного, перетерпит. Главное, Трамп заработает. Сейчас посмотрим на графики, индикаторы, портфели. Но перед этим обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, там более оперативно выходят все новости. Итак, первое, что мы посмотрим, это, конечно, тепловая карта акций. Мы видим, что крупные компании теряют свою стоимость. Миллиардеры теряют свои состояния. Особенно, наверное, обидно тем, кто не дружит с Трампом, не знает каких-то инсайдов. И фонды, акции, все это теряет в цене. Ну, до этого был, конечно, хороший взлет всех этих акций, поэтому, можно сказать, это коррекция. Ну и здесь такие значения, нам, криптонам, конечно, они кажутся смешными, минус 4, минус 5%. Но тут объем рынка другой, поэтому это реально существенное падение. Мы видим, что в основном страдают это электронные технологии, все, что связано с технологиями. То есть то, что было максимально разогнано, раздуто, оно и теряет в цене. То есть это высокорисковые активы, из них, видимо, стараются люди сейчас выйти, потому что неизвестно, что будет дальше и как будет Трамп менять свою политику по ходу дела. Крипта, соответственно, вместе с рынком акций также летит вниз. Здесь у нас такие донные уже значения по альтам образовываются. Мы видим, что вот первую сотню я выбрал монет, и в основном тут все красное. Причем красное такое значение, то есть я выбрал значение за последний месяц, то есть минус 40%, эфир минус 28%. То есть реально там сейчас эфир сколько стоит? $1800, очень низкая цена. Рынок падает, поэтому тот, кто сейчас впервые видит этот рынок и заходит, у них открывается окно возможностей, потому что когда все разочарованы, обычно это самое лучшее время для покупок. Давайте посмотрим, что держит Трамп, потому что вряд ли он холдит все эти альткоины. Помимо того, что он запускает мемкоины, у них есть семейный фонд, и они туда закупают крипту. И в основном они закупают туда эфир. То есть мы, если посмотрим, то у них здесь 7500 эфиров просто лежит, и еще 4, ну, почти 5000 эфиров в стейкинге. То есть они распределяют в стейкинг, просто лежит. В основном пользуются биржей Coinbase. Так что по эфире, как базовой монеты для всех смарт-контрактов, мы ждем, видимо, когда же он все-таки пойдет в рост. Потому что если биткоин вырос, то эфир, по сути, ничего не показал. Он не перебил свои прошлые хаи, хотя все по-прежнему им пользуются.
даже если возьмем, что есть L2 решение, все равно в базе своей внутри используется оригинальный эфир. Несмотря на то, что сейчас ончейн аналитика стала более продвинутой, все равно находятся способы обходить это и незаметно совершать какие-то покупки. То есть можно сделать, что будет, да, заметен объем, что какую-то монету где-то купили, где-то там встали в лонг или в шорт на дексе на большие объемы, но никто не знает, кто это делает. Потому что нет какой-то точной привязки к определенному фонду или личности. Поэтому ончейн аналитика также китами обходится. Ну а что касается примеров моих портфелей, у меня их 3 здесь было. Ну и низкий риск, он действительно себя оправдывает, потому что портфель низкого риска, здесь изначально было 100 тысяч долларов, сейчас в данный момент после всех просадок минус 26%. И в принципе относительно других портфелей действительно это оказался низкий риск. То есть если в среднем у участников рынка, которые долго заходили, у них все-таки еще больше просадка. Особенно те, кто там набирает больше года позиции, просадки больше. Потому что они заходили, в принципе, на более высших значениях. Я так по чатам посмотрел, у многих просадки в районе 50-70%. Это инвестора, которые заходили даже лесенкой и постепенно накапливали позиции. Этот портфель был собран в более позднее время, когда как раз таки был дамп, то есть перед дампом 3 февраля, не совсем прям удачно был собран, но однако как есть. То есть показываю все вот как есть. У этого портфеля стоит триггер для меня, что если он уйдет на минус 50% и продержится там 3 недели, то его нужно будет ликвидировать. Однако мы видим сейчас, что пока еще 27%, никакого триггера не срабатывает, можно спокойно холдить дальше. Посмотрим на другой портфель. Портфель среднего риска, вот он как раз собирался после халвинга, то есть вообще очень давно. Он на пике тут доходил до 130 тысяч, и сейчас он опустился просто на свои лои. Сейчас этот портфель находится в убытке, никаких действий по нему не предпринимается. И здесь тоже был триггер, то есть если минус 70% более чем на 2 недели, то желательно ликвидировать этот портфель, что-то явно идет не так. Тем не менее, пока здесь еще минус 48%, никаких триггеров не срабатывает, буду холдить дальше. Ну и портфель с высоким риском, он был набран в тот же момент, когда был набран и низкий риск, не так давно, в начале февраля этого года, и сейчас он в просадке на 43%. То есть он даже чуть получше себя чувствует, чем портфель среднего риска. Однако это потому, что он был набран позже. Если бы он набирался в тот момент, когда был средний риск, наверняка здесь уже было бы минус 80 или минус 90%. Но на то это и высокий риск. Соответственно, неудачный сценарий здесь просто фикс, как есть в январе 26-го. Вот, поэтому здесь никаких там просадок и прочее мы не считаем, потому что это высокий риск. Тут либо оно все как-то как есть потеряется, либо оно все-таки иксанет, ну а цели по фиксации также здесь есть в описании. Все портфели эти есть у меня в телеграм-канале, в закрепах, там можете поискать, посмотреть, подписаться, кому интересно следить за этими портфелями. Посмотрим, к чему это все приведет. Вообще на крипторынке сейчас страх, то есть мы видим индекс страха и жадности 15. Но вообще я как бы видел страх и ниже, то есть это 8-6, тогда это то есть максимальное разочарование. Но сейчас все равно довольно очень сильный страх, такое бывает не так часто. И как показывает практика на длинной дистанции, это самые удачные точки входа. Потому что даже если этот период затянется там на несколько недель, то после их прошествия все равно пойдут зеленые свечи, рынки оживятся, ну и будет профит для тех, кто зашел на таком страхе. По инвестиционной деятельности фондов, если посмотреть, то сейчас не такая уж высокая активность. То есть венчур не несет особо деньги в проекты. У них был всплеск в конце прошлого года, когда они прям понесли, но это потому что Трамп вроде должен был прийти, и все должно быть хорошо с криптой. Однако, как мы видим, это не так. И сейчас, мне кажется, просто люди либо на паузе, либо особо не совершают каких-то движений, ждут, видимо, как отработают старые сделки. Теперь посмотрим на индикаторы, собственно, почему я ничего не делаю там со своими портфелями и прочее. Я заходил в рынок All-in, это было в августе прошлого года. Там тоже была просадка, и как раз-таки тогда по индикатору Stock to Flow нужно было зайти. Я придерживаюсь этой стратегии уже давно, то есть есть модель Stock to Flow,
И я ее подробно описал у себя в телеграм-канале, я ее придерживаюсь. И вот когда были как раз красные точки, это был вот как раз август прошлого года, то есть перед подъемом, то есть когда расчетная цена идет вверх, и у нас обычно случаются исторические булраны, мы, соответственно, ждем, когда будет соответствие расчетной цены с текущей. Сейчас мы видим сильное отклонение, сильнее, чем обычно. Ну, мы, инвесторы, берем на себя такие риски. Давайте посмотрим другие индикаторы. Тот же, вот, например, радужный индикатор. Здесь довольно просто тоже все показано, подписано, что когда мы находимся в нижней половине, это более удачно для покупки. Самое такое, это вот зелененькие линии, то есть как раз мы сейчас приходим в эти зеленые линии для покупки. И здесь что можно сказать, что когда у нас бычьи рынки происходят, мы переходим по этой радуге во вторую ее часть. В этот раз мы туда еще вообще не заходили. Соответственно, поэтому как бы никаких там фиксаций и прочего нет, мы в рынок только заходим. Да, сейчас был всплеск, казалось, что сейчас оно как раз-таки пойдет туда вверх, и мы смотрим, что даже если здесь по верхним показателям, если будет стремиться в течение года туда цена, то это примерно как раз 400-600 тысяч долларов за биткоин. Это то, что является моей оптимистичной целью, когда будут фиксироваться вообще там все портфели. Ну, кто смотрел мои ролики, тот знает. И сейчас мы вот отклонились, мы находимся внизу, но если посмотреть, что если мы находимся на этой зеленой линии, вот сколько это времени занимает. То есть это, например, с октября 2020 года до хаев это февраль 2021. То есть буквально может за полгода картина кардинально измениться. И улететь этот индикатор может также сюда вверх. То есть как раз таки выпадает, что финал цикла на конец этого года. То есть по моей стратегии апрель-май смотрим на зеленые свечи, они должны все-таки появиться. Уж не знаю, какой там повод подвезут, но почему-то вот апрель-май это, скорее всего, будет что-то зеленое, позитивное и хорошее. И вот в мае можно будет сделать какие-то ребалансы перед летом, потому что летом обычно очень слабая активность, там рынком будет плохо, поэтому, скорее всего, в мае мы что-нибудь сделаем с портфелями, и дальше уже будем ждать осени, финала. Там будем смотреть, куда в итоге привели эти цены. И будет ли биткоин 400-600 тысяч долларов. Пишите в комменты. Ну и что же нам с этим делать? Я буду придерживаться своей стратегии. То есть у меня апрель-май. Я жду зеленые свечи. В мае, скорее всего, буду проводить какие-то ребалансы. Дальше летом затишье. И уже осенью буду смотреть, насколько там цены поднялись. Возможно, там в ноябре-декабре нужно будет либо полностью фиксировать, либо подождать января 2026 года и там полностью зафиксироваться. Но если же в апреле-мае не будет позитивных зеленых свечей, не увидим профита в портфеле, то тогда, соответственно, уже будем принимать решение по ситуации. Потому что нужно будет тоже вовремя принять, допустим, убыток. Если мы оказались неправы, принимаем этот убыток, это высокорисковый рынок, соответственно, мы зашли, стратегия не отработала, нужно будет подумать тогда, что делать дальше. Сейчас же пока сидим спокойно, не переживаем, все будет хорошо. Тот, кто не заходил в рынок, поздравляю, сейчас отличные цены, можете также рассмотреть что-нибудь для покупки. Ну а за моими действиями следите в моем телеграм-канале. На этом у меня на сегодня все. Подписывайтесь на YouTube канал, делитесь с друзьями, пишите в комментарии все, что вы думаете. Желаю вам всем профита и до новых встреч.